Друзья, дорогие зрители, здравствуйте! У меня для вас предсказание карт на следующую неделю. Это будет первая неделя уже ноября. Но прежде чем мы начнем гадать, я хочу рассказать вам о первом астрологическом боте с персональными гороскопами, который называется Астробот. В нем вы сможете каждый день получать персональный гороскоп в своем телефоне. Работает Астробот очень просто. Вам достаточно заполнить небольшую анкету и выбрать время, когда вы хотите получить ваш гороскоп. Бот сразу сгенерирует вашу натальную карту, а уже через 20 секунд ваш персональный гороскоп на день будет готов. Он состоит из двух частей. Первая часть – общее предсказание звезд для всех с указанием значимых астрологических событий дня. А вторая часть – это непосредственно ваш персональный гороскоп на день. Над созданием первого астрологического бота трудились лучшие астрологи, поэтому он трактует позиции звезд очень точно. Чтобы получить ваш первый гороскоп, пожалуйста, переходите по ссылке в описании и заполняйте короткую анкету. Первый астрологический бот Астробот платный, но совсем недорогой. Подписка на него составит для вас всего 69 рублей в месяц. Предсказания, советы, предупреждения карт для овнов на предстоящей неделе. Пожалуйста, задавайте картам ваши собственные вопросы для того, чтобы предсказания, советы, указания, предупреждения карт для овна на следующую неделю. Пожалуйста, задавайте картам ваши собственные вопросы про вашу собственную жизнь, для того, чтобы это гадание перестало быть общим и стало для вас очень-очень личным, почти что родным. Нам нужны две карты. Две карты Таро, два аркана. Овнам 1 и 2. Итак, в целом карты очень неплохие, но конкурентные обе карты по-разному, но обещают какую-то конкуренцию, конкурсную борьбу, разные состязательные, сравнительные моменты в жизни. Вот представьте себе, это время, когда в работе, но это еще полбеды, возможно, и в любви, и в личных отношениях, вам приходится как-то особенно активно отстаивать свои интересы или доказывать, что вы лучше других. Пятерка жезлов, карта честный бой, она вот так вот называется. То есть вам предстоит буквально честный бой, может быть, биться за какую-то должность или за новую работу, может быть, за выгодный проект или за какую-то завидную командировку. Но в любом случае пятерка жезлов советует вам очень-очень стараться стоять на своем и показывать себя, естественно, с лучшей стороны. Не нужно бояться сравнений, не нужно бояться участвовать в какой-то конкурсной борьбе, потому что шансы выиграть и победить у вас очень даже высоки. Худшее, что вы сейчас можете сделать, это, конечно же, отказаться от борьбы. Это любая борьба может быть. Рядом карта справедливости, она всегда про юридические вопросы, правовые, про какие-то документы, бумаги и так далее, про все взрослое и скучное. Поэтому худший выбор для вас на предстоящей неделе – это сойти с дистанции, это выйти из игры, это не поверить в себя и поверить в то, что действительно кто-то лучше вас и кому-то легче дастся победа. Нет, это все не так. Карта справедливость также говорит о том, что вы столкнетесь нос к носу с проявлением какой-то высшей справедливости по отношению к вам. То есть будет повод заметить, что воздается по заслугам вам, окружающим. Кто-то будет наказан, кто был к вам несправедлив, например, а вы, возможно, получите, как минимум, шанс очень активно себя показать. Карта справедливость советует вам быть справедливыми с людьми, с собой, руководствоваться в любом жизненном выборе соображениями совести, но не корысти. Это карта высокой морали, и она советует вам
безусловно, серьезно оценивать вот этот вот жизненный выбор, взвешивать на таких вот условных воображаемых весах добро и зло. Вы должны быть спокойны, вы должны быть рассудительны. Кстати, вполне возможно, что вам придется буквально кого-то рассудить, поучаствовать в чьем-то споре, в дружеском, например, или это спор между вашими коллегами, и вы представляете собой такое своеобразное жюри, беспристрастное и справедливое. То есть если здесь мы видим поединок, этот поединок может быть без вашего участия, но который разворачивается на ваших глазах, или, может быть, имеет и ваши тоже интересы, а вы со стороны как бы судите, оцениваете. Ну и, естественно, карта «Справедливость» часто имеет отношение к юстиции как таковой, к суду. Это судебные дела, судебные процессы. Кстати, в такой паре карты советуют вчинять иск или заявлять какие-то внесудебные претензии или внесудебные требования, потому что шансы на победу у вас очень хорошие. Ну и в конце концов за справедливость всегда полезно бороться. И вторая колода сегодня у нас участвует. Вот такие вот очень-очень редкие и оригинальные карты. Здесь только старший аркан. Посмотрим, что вам они расскажут, что вам принесет тоже следующая неделя. Так, одна карта нам нужна отсюда. Ага, высшая жрица. Ну что ж, тенденция поддерживается, тенденция очень понятная. Придется много думать, придется много оценивать, придется каким-то очень беспристрастным, знаете, таким философским и медленным глазом окидывать жизненные разные ситуации. Высшая жрица, а именно эту карту мы достали здесь как совет, рекомендует вам избегать поспешных выводов, советует не делать резких движений. Кстати, под ретроградным Марсом это вообще не рекомендовано, резкие движения совершать. И вам нужно много думать, возможно, учиться, возможно, знать. И, скорее всего, ведь здесь она с книжкой на руках, для разрешения какой-то крупной проблемы или неприятной ситуации вам придется буквально освоить знания, то есть что-то где-то почитать. Пока не почитаете, как минимум отзывы, как максимум инструкции или законы, ничего не делайте, ничего не предпринимайте. Спасибо. Что же несет следующая неделя великолепному Тельцу? Две карты Таро нам нужно достать, чтобы оценить ваши текущие возможности и вашу жизнь. Ну ничего себе! Два туза я вытащила для Тельца. Два туза, естественно, два брата, они подпевают друг другу. Все тузы в колоде Таро обозначают возможности и шансы. Но, милые тельцы, два туза не часто рядом выпадают. И эти карты две вместе предсказывают вам совершенно необычное время, редкое, уникальное. То есть можно, забегая вперед, сказать, что Тельцам вот эта предстоящая неделя очень запомнится, очень запомнится. Именно про события этой недели захочется в мемуарах написать когда-нибудь на закате жизни. Туз мечей. Во-первых, туз мечей – это предложение и очень резкое, очень внезапное, которое буквально выскакивает перед вами из-за угла и нарушает привычный ход вещей. Это предложение, которое принципиально меняет вашу жизнь и от которого невозможно отмахнуться, которое невозможно проигнорировать. Часто туз мечей описывает предложение о браке, а тем более в таком соседстве с тузом кубков, который как раз-таки предлагает приход какого-то сильного крупного чувства. Предложение о браке и большая-большая любовь. Поэтому я думаю, что да, в основном романтические новости несут Тельцам эти карты.
признание в любви вас ждет, или новое чувство вы можете встретить нового человека. Но знаете, с двумя тузами это ведь не просто знакомство. Здесь вы встречаете, естественно, любовь с большой буквы, любовь всей жизни. Для кого-то самое главное в жизни, а для кого-то вообще первое. И это будет чувство, которое буквально разрубает, рассекает вашу жизнь на две части, на до и после. Туз мечей придает всем событиям происходящим, и подобные же советы дает Тельцу, торопиться, ускоряет происходящее, ускоряет движение, разрешение различных вопросов и подталкивает вас рисковать, подталкивает вас какие-то совершенно неожиданные, парадоксальные даже для себя делать выводы и делать такой же выбор. Конечно, эти два туза могут кому-то предлагать работу мечты. В конце концов, никто же не отменял любовь к работе. Это может быть предложение о новой работе для вас, предложение о новой должности, связанное с очень-очень такой серьезной, глубокой реализацией. То есть, если вас зовут на работу, то вас зовут на какую-то очень любимую работу, которая бесконечно вас будет радовать. И в целом, конечно, карты ответственные советуют вам вот эти шансы, возможности, предложения от ангелов и людей ни в коем случае не пропускать. Почаще говорите «да» людям и обстоятельствам, почаще замечайте эти самые шансы. Ну а мы с картами и с аудиторией, конечно, с вами. Мы вас поддерживаем и хотим, чтобы вы правильно использовали вот такие крупные шансы, которые дает вам судьба. Кстати, если ваш вопрос к следующей неделе касается денег, строго денег и разных материальных ресурсов, вот на эту тему мы вам, может быть, пока ничего особенного-то и не скажем. Туза пентаклей-то здесь ведь нету, а туз мечей и туз кубков – это все-таки в основном они описывают возможности и шансы нематериального плана, ну как бы нематериального толка, то есть что-то очень счастливое, большое, крупное, ну что-то вроде великой любви. Крупное, но то, что нельзя посчитать и потрогать. Впрочем, возможности недели большие, и с деньгами тоже, наверное, будет все хорошо. И одна карта из такой вот редкой колоды. Старший аркан совет для Тельца. Ох, совет Солнца. Солнце. Очень счастливая карта. Солнце – это тепло, это наступление очень благоприятного времени в жизни. Это приход самых разных ресурсов. Вот посмотрите, как грамотно здесь художник изобразил сумочку в форме рога изобилия. И там, вот в этом роге изобилия, все, что хочешь. Поэтому, как минимум, Тельцов ждет именно изобильная неделя. Это время, когда на вас все, как из рога изобилия, буквально валится. А еще Солнце – это карта откровений и правды. Карта это говорит, что вы что-то перестанет быть для вас тайной. То есть вы получите какую-то очень важную информацию, и наступит свет, придет, которая буквально принесет свет в вашу жизнь. Спасибо. Близнецам карты Таро предлагают обратите внимание на работу, во-первых, потому что здесь есть тройка пентаклей, и это работа, которая уже есть, у вас работает, либо это новая работа, которую вы рассчитываете в ближайшее время получить. Тройка пентаклей сама по себе карта очень неплохая, она такая спокойная и добродетельная. Она описывает благополучное продолжение дел, она описывает какой-то период
когда вы осваиваете, ну, некое мастерство. Вот здесь вот видите, например, мастер учит подмастерье что-то делать, да, они подковывают, по-моему, лошадку. Ну, то есть это время, когда вы можете спокойно навести порядок в делах, разложить все по полочкам, можете, не торопясь, продолжать или завершать какие-то ваши профессиональные дела, проекты. Это время, когда в бизнесе лучше заниматься отчетами, бизнес-планированием. То есть это время такой спокойной, во многом рутинной, местами даже неинтересной работы. Тройка Пентаклей рекомендует близнецам, ну, во-первых, учиться, да, осваивать ремесло, осваивать какие-то навыки, особенно если вы на новой работе. А вот восьмерка кубков рядом, я думаю, описывает вам, предсказывает вам какие-то частные отказы и разочарования. Восьмерка кубков – это карта, которая разрушает или отменяет заранее обреченные планы. Вот подумайте, какой план вы имеете, связанный с работой или с бизнесом на следующую неделю. Может быть, это план выйти на новую работу, может быть, это план получить новую должность или повышение к зарплате, может быть, это ваш план отпроситься в отпуск или выпросить какой-то перевод в другое подразделение. Вот какая-то частная и, в общем-то, небольшая ваша затея на эту тему не состоится, будьте к этому готовы. Восьмерка кубков – это такая карта сожалений, с одной стороны, а с другой она, конечно, очень расчищает пути, очень расчищает, ну, дорогу к светлому будущему. То есть карта это говорит, что уйдет ненужное из вашей жизни. Кстати, может уйти та самая ненужная работа. Просто какая-то работа заканчивается, и вам, с одной стороны, жалко, потому что ждали вы не того и успели вложиться. Вот. А с другой стороны, наступает, естественно, и какое-то облегчение, и понимание, что это вовремя, и так тому и быть. Поэтому карты не обещают какой-то глобальный переворот вашей трудовой деятельности или в карьере. Они призывают близнецов, с одной стороны, быть спокойными и очень старательно, очень аккуратно выполнять работу, знаете, не допуская ошибок. И с другой стороны, что не сбудется в этой теме, сбыться не могло. Лучше смириться с этой мыслью, что, скорее всего, вы просто не того ждали. Вам могут отказать, например, в приеме на работу, если вы рассчитываете, что вас примут на какое-то место. Вот. И вам могут отказать. Но тут тоже важно понять, что и принять-то не могли. То есть это было заблуждением вашим каким-то изначальным. Вот. И еще одна карта. Совет для вас. Очень редкая колода. Очень откровенная карта. Дьявол. Дьявола я достала близнецам. Дьявол, совет для вас. Совет очень простой, очевидный. Всегда, что бы ни происходило, и куда бы вы ни смотрели, какой бы выбор вам ни предлагала судьба, выбирайте правильный путь, да, самый прямой, самый честный, самый короткий. И когда приходится выбирать, выбирайте все только по велению вашего сердца, по велению вашей совести. Дьявол всегда приносит в нашу жизнь какие-то искушения и проверяет, сможем ли мы устоять. Возможно, для вас это будет вот искушение разочарованием вот этим вот. То есть проверка, судьба проверяет на прочность. Как легко вы откажетесь от задуманного, от какого-то плана, который уже дорогой и ценный для вас. Спасибо. Для рака следующая неделя
готова принести, готовится принести, да. Паж Пентаклей и семерка Пентаклей. Две карты одной масти вам выпадают. Паж Пентаклей — это, во-первых, масть это денежная, поэтому в основном, дорогие и милые раки, настройтесь на разные денежные истории, на разные денежные программы. Настройтесь заниматься деньгами, в частности, даже новыми деньгами. Паж Пентаклей, посмотрите, какой хорошенький он здесь. Это посланник монет, буквально так карта называется. И чаще всего в раскладах и в общих, и в индивидуальных Паж Пентаклей описывает новый денежный ручеек, новый источник доходов. Прекрасно, если вы в это время выйдете на работу, на новую, после, там, скажем, отдыха или застоя. Тогда этот Паж Пентаклей приносит вам стабильный доход, то есть стабильную заработную плату, проценты или оклад, неважно. Да, хорошо, если вы в это время просто открываете какой-то собственный, частный, индивидуальный проект, направленный на заработки, собственный бизнес, большой или, может быть, совсем маленький, если вы превращаете, например, ваше хобби в заработки. Паж Пентаклей – это еще и человек, то есть карты привязывают ваше внимание к определенному человеку. Человек этот молодой, вы здесь на картиночке видите, что это ребенок, поэтому это могут быть хлопоты, рядом семерка Пентаклей у нас, то есть карта довольно-таки хлопотная и спорная. Это могут быть хлопоты о ребенке, о каком-то вот таком вот молодом, юном существе. Это может быть либо ваш ребенок, либо это ваш любимый ученик, если вы преподаете, может быть, любимый ученик, если вы наставничеством где-то занимаетесь на работе. Вы можете получить даже такую нагрузку какую-то. Вот вам в это время приходится кого-то учить, кому-то передавать свои навыки, какую-то свою жизненную мудрость. Но самое интересное, что удастся ли это все передать? Дело в том, что здесь рядом семерка Пентаклей. И если мы конкретно только лишь говорим с вами про деньги, то буквально деньги новые, вот они приходят к вам. Это прямо вот суммы, которые в руках. Но семерка Пентаклей дальше подсказывает, а хотелось бы и больше, хотелось бы побольше. То есть с пажом Пентаклей вы много зарабатываете и получаете уже эти деньги, а с семеркой Пентаклей понимаете, что нужно еще стараться, еще работать, еще подождать. Карты могут описывать для вас не только доходы, но и расходы, хотя скорее это вложение. То есть это возможность неплохо инвестировать деньги, и тогда вот этот вот процесс ожидания, посмотрите, наша героиня вот здесь на карте с леечкой, то есть понятно, что она собирается что-то выращивать. Это выращивание денежного счета, выращивание, ну не знаю, вашей репутации, например, посредством которой вы впоследствии собираетесь зарабатывать и так далее. В целом же карты обещают раку очень спокойную неделю и советуют быть спокойными, рациональными, корыстными. Обращайте внимание именно на деньги, на материальные ресурсы. Карты эти, в общем-то, совершенно безэмоциональные. То есть для вас такой практичный подход к жизни сейчас больше подойдет. И одна карта из вот такой вот очень-очень редкой колоды, здесь только старший аркан, это будет совет для рака. Колесница. Ну, мы здесь просили совет. Колесница предлагает вам что-то стремительно в жизни поменять. Похоже, что вам стоит рассмотреть возможности, шансы, которые предлагает сейчас судьба. Колесница – это проявление некой высшей силы, некоего рока. Карта это может приносить, вернее, здесь она вам советует перемены в самых разных жизненных областях. Колесница – карта, понятно, что с колесами, это же все-таки транспортное средство, и она
как совет предлагает вам дорогу или переезд. Причем дорога какая-то такая, что вам и даже самим придумывать не надо, куда ехать, когда и зачем. Такое ощущение, что эта дорога и эти перемены в вашей жизни очень напрашиваются. Эта колесница как будто бы, знаете, как тройка с бубенцами вас в эту дорогу уже зовет. Поэтому, если вы сейчас выбираете, вот такой у вас выбор, ехать, не ехать, то мы с картами в один голос, конечно, говорим: поезжайте, не сомневайтесь. Спасибо. Следующее гадание будет для Льва. Нам нужно достать буквально 2 карты, 2 карты Таро, и оценить предстоящую неделю для Льва. 2 карты. Раз. И 2. Очень крупные, очень семейные, очень любовные, не побоюсь даже этого слова. Начинается все со старшего аркана. Карта влюбленные вам тут выпадает. Понятно, что по названию самое прямое отношение карта это имеет вот к любви во всех ее проявлениях. Карта это пара, она так называется. Время предлагает вам возможность найти себе пару. В первую очередь речь идет про романтическое партнерство, то есть, дорогие львы, обратите внимание, где-то рядом, не пропустите, пожалуйста, окажется у вас очень-очень подходящий человек, подходящий для того, чтобы роман завести, для того, чтобы на свидание сходить или, может быть, и жизнь связать надолго. Но карта влюбленный предлагает и партнерства самые различные, разнообразные. Вы можете объединиться, и, кстати, очень-очень успешно, судя по сочетанию карт. Можете объединить с кем-то капиталы и усилия, объединиться для ведения общего бизнеса или какого-то творческого проекта. Карта влюбленный рекомендует ли вам самые важные, или самые интересные дела в это время делать с кем-то вдвоем. Пригласите кого-то к себе в компанию, и все будет интереснее и эффективнее. А рядом 10 пентаклей. Вот почему я заговорила про семью. Карта это очень семейная. И тоже видно здесь на иллюстрации, что изображено прямо вот такие благородные семейство. 10 пентаклей обращает ваше внимание на семью, семейные дела, бюджетные дела, на дом, недвижимость, землю, на дела наследства, наследование и так далее. Но вы знаете, если у вас только семьи еще нет, а только лишь случится новое романтическое знакомство в это время, то оно будет невероятно перспективным. Вот такое чувство, что вы здесь встречаете человека, с которым буквально на 3-й день после знакомства готовы идти в ЗАГС подавать заявление, потому что вам сразу захочется объединиться в такую счастливую семью. Опять же, если ваши интересы не про любовь, то 10, и не про семью, то 10 пентаклей это еще и коллектив, например, трудовой коллектив. И очень успешная работа, и большие доходы, прямо такие деньги, которые зарабатываются коллективом. Это коллективная собственность, коллективные заработки, коллективный успех, какой-то успех какого-то коллективного проекта на работе. И, конечно, карты по энергетике они очень мощные, но, посмотрите, здесь несколько человек, да, несколько, как минимум 3, семья. И здесь тоже не один человек, как минимум пара, если ангела вот это вот не считать. И что это значит? Это значит, что для Льва основной совет на это время – нигде не появляться в одиночестве, ничего стараться особо серьезного не делать в одиночестве. Вам не нужно прятаться от людей, вам не нужно игнорировать чье-то мнение. Вот это было бы все ошибочно. Находитесь в коллективе, старайтесь, если
вы зарабатываете, старайтесь, чтобы не только вы зарабатывали, но и кто-то с вами еще. Обращайтесь за помощью или скорее вот объединяйте усилия. Объединяйте. Будьте больше дома, в семье, в коллективе, может быть, среди родственников или и друзей. И не забывайте за поддержкой обращаться к кому-то. Вот здесь мы видим просто доброжелательно настроенный к вам коллектив, трудовой или семья, или набор ваших друзей. А здесь вот один человек, которого вот из этого большого набора вы выбираете. Понимаете, какая тактика здесь идет? Все люди хорошие вокруг вас, все готовы помогать, но один готовее, один особенный. Вот, кстати, с такими картами действительно вы можете оказаться в новом коллективе, рабочем коллективе, или, может быть, вы пойдете учиться на какие-то курсы, и вам очень там понравятся эти люди, но один человек понравится больше всех, он понравится больше других, и пусть так оно и будет для вас. И одна карта из вот такой вот редкой колоды, маленькая, да, только старшие арканы здесь. Одна карта — это будет совет для льва, конечно. Ох, карта дьявол. Появление ее ожидаемо и уместно, потому что знаете, что карты влюбленные и дьявол, второй — это суть, одна и та же карта, только две ее ипостаси, две ее стороны проявления. Вот карта влюбленные обозначает выбор. Вас тут ждет выбор, связанный с коллективом, с семьей, например. И карта дьявол тоже обозначает выбор. Только влюбленный — это выбор здоровый и свободный, а дьявол — это выбор, который делаете вы под давлением обстоятельств, других людей, ну или собственных заблуждений и комплексов. И совет для вас на самом деле только один. Неделя вам предстоит очень продуктивная и важная, а успех зависит от того, насколько честный, прямой и открытый путь вы будете выбирать всякий раз, когда судьба предлагает выбирать. Дьявол взывает к вашей совести и просит вас избегать тайн и манипуляций. Карта «Дьявол» как совет просит вас, ну, по крайней мере, не искать хитрых обходных путей и, конечно, не вредить по возможности окружающим. Спасибо. Дева. Для Девы. Что карты пообещают в эту следующую неделю? Ну, теперь уже, скажем, ноября, потому что все-таки большую часть недели мы проживаем в этом ноябре, холодном, ненастном, темном и каком-то там. Еще не забывайте, пожалуйста, задавать картам ваши вопросы. Спрашивайте карты про то, что интересно именно вам. Тогда это гадание станет совсем личным, перестанет быть общим. Дева. Девы получают восьмерку пентаклей для начала. Да, тут пятерка кубков, но они позже восьмерка пентаклей. Хорошая, спокойная, добродетельная карта. Вот такая же добродетельная, как вот эта старушка на картиночке. Восьмерка пентаклей — это карта спокойного, хотя и затратного труда, а еще карта определенных каких-то вложений, инвестиций. Наверное, худшее, что восьмерка пентаклей может вам здесь обещать, это то, что вам придется потратиться. Хотя правильнее сказать не потратиться, а именно вложиться. Какие-то ваши жизненные дела потребуют вложений срочных, крупных и разных. То есть вот что-то ждет, чтобы вы потратились. Но в основном, конечно, речь идет о деньгах. То есть появляется, с одной стороны, возможность выгодная, а с другой такая затратная для кошелька. Но иногда
Восьмерка пентаклей предполагает вложение разных других ресурсов: времени, здоровья, нервов, интеллектуальных возможностей своих каких-то, терпения часто. Это, естественно, карта терпения. Мы видим, что здесь на иллюстрации женщина на коклюшечках кружева плетет. То есть мы предполагаем, да, что максимальную усидчивость нужно иметь для такого дела и максимальное терпение. Ваш успех зависит от того, насколько вот кропотливо, неторопливо, терпеливо, опять-таки, вы будете подходить к делам. Почему? Потому что, видите, вот эта наша героиня, если коклюшки где-то перепутает, то у нее все запутается, вот эти нитки все в тугие узлы, и ей будет очень неприятно и долго и дорого это все распутывать. Так и может быть, что и вы на следующей неделе, если проявите нетерпение или невнимание, махнете на что-то рукой, проигнорируете детали, не захотите с кем-то лишний раз поговорить, чего-то спросить или кому-то ответить, то вам потом придется долго-долго и распутывать, и таким образом вы отстанете от графика и уже не сможете ни с кем соревноваться. Очень призывает к вниманию, будьте внимательны, ну, естественно, с деньгами, документами, но я бы добавила еще, что со словами и с чувствами других людей, об этом тоже не нужно забывать, да, потому что часто вот нам судьба предлагает вкладываться своей душой, добротой, своей эмпатией и предлагает нам терпеть, может быть, капризы или недостатки близких, но проявленное нынче терпение очень окупится. Это либо сохранит отношения, либо их улучшит или выведет на какой-то новый уровень. Поэтому восьмерка пентаклей — это, кстати, и в любви совет такой. В любви восьмерка пентаклей — это карта серьезных намерений. И она советует и вам обнаруживать серьезные намерения к партнеру и вести, может быть, более серьезные разговоры, более серьезные, демонстрировать, ну что ли, просто серьезность характера. Вот. И для работы, да, тут уж вообще понятно, точно не нужно торопиться. Но интересно, что рядом пятерка кубков, карта внезапных и очень острых, но быстро проходящих разочарований. Поэтому я бы сказала, что девам предстоит, наверное, в любом вопросе время довольно скучное. Вот так. Здесь нет кризисов и потерь, здесь нет никаких больших конфликтов и противостояний, никакой конкуренции, никакого злодейства, никакой черной магии. Это просто время, когда вот этот лозунг «тише едешь, дальше будешь», он для вас становится самый подходящий. И то, что у вас, знаете, вот две карты вместе говорят, что вы ждете все-таки определенного прорыва в это время, и ждете каких-то крупных новостей. А они не приходят, и вы вынуждены оставаться на месте. И вот вы разочарованы, вы грустите из-за этого. Грустите. На эту тему. Поэтому, ну, что мы вам можем сказать? Не грустите. Все само пройдет. Пятерка кубков советует вам собственным слезам и разочарованиям просто не поверить. И из вот такой вот очень-очень редкой красивой колоды, здесь только старшие арканы, я достану вам одну карту совета. Совет для девы. Ого, вот. И совет очень уместный. Карта звезда вам выпадает. А она про мечту. Она говорит, что даже вот в такие грустные, разочаровывающие и однообразные времена, да, даже за однообразной работой, за какой-то очень-очень скучной рутиной должен виднеться кончик вашей мечты. Это все равно вы не сошли с дистанции, вы все равно не сбились с жизненного пути. У вас есть мечта, вы
идете к ней. Ну а к мечте путь местами, он же тернистый, и он очень разный. Это же бег с препятствиями, и местами путь к мечте лежит через подвиг, через риск, через конфликт иногда бывает. А местами дорога к мечте – это всего лишь очень-очень тихое вот такое вот сидение. Это однообразие, это терпение, это необходимость и возможность учиться. Карта Звезда советует вам, призывает вас продолжать мечтать. Все в порядке, все будет. Спасибо. Весам. Что пообещают карты весам в эту предстоящую новую неделю? Теперь уже получается ноября, большая часть недели это ноябрь. Холодный, ненастный, темный, все как полагается. Две карты из колоды Таро. Весам. Раз. И два. Ну что ж, картина наполнена драматизмом определенной, драматургия сюжетная какая-то здесь, конечно, просматривается. Во-первых, десятка кубков вам достается. Десятка кубков – это, безусловно, семья. Здесь вот на иллюстрации, обратите внимание, изображено буквально какое-то семейство. И вообще десятка кубков обращает внимание на коллектив. И коллектив, как правило, это семья или трудовой коллектив, это набор друзей. Вы окажетесь среди людей. Вы окажетесь, не просто среди людей, а в каком-то очень-очень плотном клубке коммуникаций. То есть это много разговоров, это много, очень активный обмен эмоциями между людьми. Это такое какое-то вообще общее такое, знаете, вот информационное поле, одно на несколько человек. Если речь идет о семейных делах, то это создание семьи, например, или воссоединение семьи, или какой-то просто, переломный такой разворотный, поворотный, поворотное событие какое-то в жизни семьи. Это известие о пополнении в семье в любом виде, когда кто-то рождается или кто-то приезжает пожить, возвращается откуда-то или добавляется, дополняется. И карту эту десятку кубков называют, конечно, изобилие, потому что семья же здесь счастливая изображена. Здесь все на своих местах, здесь все всех любят, и один за другого готов даже чем-то пожертвовать. Поэтому, какое-то ощущение или как минимум иллюзия какого-то изобилия вас ждет. И связано это с людьми. Возможно, вы с кем-то помиритесь, кто-то вам понравится, если прежде не нравился. С кем-то удастся договориться, в том числе, допустим, в трудовом коллективе. А может быть, коллектив как раз дополнится или соберется. То есть это по десятке кубков может сложиться, образоваться новая компания. Люди объединяют интеллект, деньги, время для того, чтобы вместе чем-то заниматься. Возможно, вы пойдете учиться куда-то, и тогда этот коллектив, это будет группа на курсах для вас или на каком-то семинаре. Возможно, вы выйдете на новую работу, и десятка кубков – это такой счастливый и доброжелательный коллектив для вас. И, конечно же, это семейные дела, достаточно хорошие. Несколько смущает такое соседство, рядом все-таки пятерка мечей здесь. А вы знаете, что это неизбежно. Чем больше хороших эмоций, тем больше и дурных. Пятерка мечей – это карта ссор и всяких ненужных, безобразных и бессмысленных и беспощадных скандалов. Но это очень естественно.
там, где люди максимально близко друг к другу подходят друг к другу, там, где люди объединяются, откровенничают, ну, становятся близки. Там, естественно, риск вот таких вот ссор возрастает, потому что с чужими и посторонними людьми мы же не ссоримся, да, потому что у нас с ними никакой не бывает эмоциональной связи. Эмоциональный обмен, видите, он как в одну сторону идет, так и в другую. Поэтому я думаю, что здесь для весов можно увидеть такой специфический совет. Если вы не хотите с кем-то сильно и бессмысленно поссориться, то соблюдайте границы свои и чужие. Не подходите к людям слишком близко, недопустимо близко. В этой паре карты могут все-таки вам советовать и, ну, скажем, много про себя не рассказывать или не демонстрировать какие-то чрезмерные эмоции или какую-то чрезмерную привязанность, в том числе любовную, романтическую привязанность какую-то или зависимость. Конечно, речь здесь может идти о разных людях. То есть вас, например, на следующей неделе ждет два разных сюжета. Вот с одной стороны, компания, например, людей, которые вас любят, безусловно, поддерживают, а с другой стороны, пусть даже один человек, видите, какая страшная прям иллюстрация на карте, с другой стороны, пусть даже один человек, который бесконечно вас критикует и делает вашу жизнь неприятной и совершенно невыносимой. Может быть, эти два коллектива противостоят, например, коллеги на работе вас любят, а начальница вот так вот безобразно придирается. Но во всех случаях советы вот таких карт для весов остаются прежними все равно. Если вы не нарушаете чужие границы и серьезно оберегаете собственные, то проявление пятерки мечей с вами просто невозможно. Вами невозможно манипулировать, вас невозможно шантажировать, вас невозможно, ну, как бы провоцировать какие-то негативные чувства. Вот такие советы карты вам предлагают и такие предсказания. Но во всех случаях пятерка мечей, к сожалению, плохие карты очень активно и вот прям неизбежно проигрываются. Поэтому пятерка мечей говорит, что все-таки придется вам от кого-то очень неприятные слова слушать и чьи-то очень неприятные наблюдать поступки. Кто-то рядом готов показать себя с наихудшей стороны, просто не отвечайте. И из вот такой вот маленькой и очень-очень редкой колоды я вам достану тоже одну карту. Здесь только старшие арканы, только совет весам. Какими вам быть, а какими нет. Ну, совет очень понятный. По сути, это вот как раз то, что это карта жрец, верховный жрец вам выпадает, да? Хотя здесь очень он оригинально и спорно изображен. Вот такой вот совет для вас. Все вышесказанное. Высший жрец – это мудрость, это совесть, это умение промолчать там, где другие не молчат. Это умение сохранять достойное лицо, когда все вокруг его уже потеряли. Высший верховный жрец, понятно, что никогда не ввязывается ни в какие ссоры или чрезмерно откровенные, скажем, рассуждения, обсуждения, сплетни не ввязывается. Духовность, совесть, молчание, знание и много-много собственного достоинства помогут вам удачно прожить следующую неделю. Спасибо. Скорпиону карты обещают на следующей неделе, следующая неделя ноября, уже можно так ведь сказать, правда? Потому что большую часть недели мы проживаем в холодном, темном, мокром ноябре. Однако скорпионов я ничуть не напугала, правда? Потому что у вас дни рождения в этом
месяца. Я вас, конечно, заочно, вот так вот заранее, издалека всех поздравляю. 2 карты нам нужны, чтобы разобраться с этой неделей для Скорпиона. 3 жезлов вам выпадает и 2 жезлов. Вот так вот они подряд. 2 карты подряд из колоды. Карты очень спокойные, сдержанные и, в общем-то, деловые. Вместе они говорят, что у скорпионов любой жизненный проект продолжится. И любая жизненная задача будет решена. 3 жезлов, вот она, видите, там, где человек спиной к нам стоит и смотрит так уверенно за линию горизонта. 3 жезлов – это карта продолжений. Вернее, она советует продолжать и обещает, что у вас что-то очень радостно продолжится в жизни. Любовь или карьера, или какая-то дорога, или творческий проект, или бизнес, а может быть и 1, и 2, и 3, если оно у вас есть. То есть 3 жезлов – это карта максимального вдохновения. Это такой триумф, если еще пока не победителя, но человека, который в будущей победе очень-очень уверен. 3 жезлов – это движение на той дороге, по той дороге, по которой вы уже много прошли и зашли далеко. То есть она, как правило, описывает успешное продвижение не в новых делах, а в тех, где вы уже сильно-сильно вложились, и в тех делах, в которых вам есть чем собой гордиться. То есть по 3 жезлов, например, какие-то замечательные перспективы появляются в бизнесе, который у вас, в общем, и так достаточно хорош. Или перспективы в карьере, которой вы и так к настоящему моменту уже достаточно гордитесь. Чаще всего 3 жезлов, да, это именно совет, ее появление. Продолжайте. Неважно, с какой скоростью вы двигаетесь, до тех пор, пока вы не остановились. Карта говорит, что худший выбор – это что-то отменить, от чего-то отказаться под влиянием, ну не знаю, комплексов каких-то своих. Советует она вам быть деятельными. В первую очередь жезлы говорят, конечно, про карьеру и работу. Но если ваш вопрос про любовь, то, в общем, это предсказание здесь тоже хорошее, потому что с 3 жезлов продолжается роман, например, после разлуки и после определенной перезагрузки. Продолжаются ваши встречи, переписка с кем-то продолжается, а может быть, для кого-то продолжается и брак. А 2 жезлов рядом советует вам все-таки, вот как бы, знаете, интересный совет здесь, уместный, мне кажется, тоже своеобразный. Она говорит буквально, как бы у вас не захватывало дух от вот этих вот, от вот этого нового горизонта, от потрясающих этих перспектив в карьере или любви, все-таки голову вы эту самую не теряйте. 2 жезлов советует думать, советует остановиться и подумать. То есть перед вот этим вашим новым путем, перед новой карьерой, перед выходом на новую работу или перед тем, как окунуться 2 раз в уже известные какие-то любовные отношения, может быть, даже в брак, да, вам нужно очень хорошо все взвесить. Это не совет тормозить или отменить что-то, но вы должны, во-первых, не торопиться, это очень важно. Во-вторых, уметь настаивать на своем. Если вопрос про любовь, то важны границы. Важно на данном этапе отношений вам следить за тем, чтобы, за границами, то есть за тем, чтобы больше было всего по-вашему. Вдохновенный и вместе с тем очень-очень рассудительный герой. Это все ваш портрет на следующую
недели. Вы должны быть активны, но не поспешны. И из вот такой вот очень-очень редкой маленькой колоды здесь только старшие арканы. Одна карта — совет. Совет в чистом виде. Карта сила выпадает Скорпиону. Она очень ресурсная. Она описывает совокупность самых разных жизненных запасов, которых у вас много. Сила, первое ее значение, она говорит о том, что у вас всего много. Уже скопилось много к данному моменту и будет пребывать еще впереди. То есть на следующей неделе желательно вам обращать внимание на собственные ресурсы, может быть, их как-то аккумулировать, собирать, копить, как-то правильно ими распоряжаться, силу накапливать, допустим, не расточать. Эта карта советует вам, ощущать себя буквально сильными людьми. Сильными — это значит щедрыми, это значит благородными. Это человек, знаете, сила — это человек, у которого есть такое понятие в современной психологии. Человек, у которого есть, у которого как будто бы все есть, и к которому все идут просить от совета до денег. Будьте таким человеком, красивым, уверенным, и показывайте, что у вас все есть. Не говорите кому-то, допустим, что у вас нет времени. Не говорите кому-то, что у вас нет денег или не хватает здоровья, чтобы что-то сделать, чтобы кому-то помочь. То есть мы здесь видим, знаете, первая, вторая и третья карта для Скорпиона — это все максимальная уверенность в себе. Максимальная уверенность в себе. А второе значение карты, оно немножко полярное, но все равно не будем его игнорировать. Сила часто предупреждает о возможных манипуляциях, о том, что кто-то рядом захочет на вас влиять и вызывать у вас эмоции не ваши собственные, а такие под принуждением, какие-то кабальные эмоции. Поэтому к этому тоже предупреждению отнеситесь внимательно, то есть не верьте особо людям, которые вас станут уговаривать. Спасибо. Какие же радости и советы приготовили карты и время Стрельцу? Гадание для Стрельца на следующую неделю, теперь уже, безусловно, ноября. Кстати, гадание на весь месяц ноябрь тоже смотрите, пожалуйста, на моем канале, там много интересных откровений. А в гадании на неделю Стрельцам выпадают маг и шестерка мечей. Да, неделя будет непроходная, она будет очень-очень беспокойной. В первую очередь, что говорят карты? Что стрельцы найдут выход и решатся даже на этот выход из какой-то ситуации, затяжной, сомнительной, лишней, драматической или, может быть, даже какой-то смешной. То есть у вас находится выход. И находится он по двум причинам. С одной стороны, шестерка мечей, то есть рок, обстоятельства так складывается, что этот выход вам подбрасывает. Это может быть дорога, смена работы, переезд, смена источника доходов, смена спутника жизни, в конце концов. Но чаще всего все-таки это дорога, действительно. То есть просто звезды так сходятся, что вы можете и должны согласиться на какие-то перемены в жизни. Это прекрасно. Но с другой стороны, здесь есть и карта маг. А это уже часто, не всегда, но часто ваш портрет. То есть две силы равнозначные и действуют в одном направлении. С одной стороны, рок куда-то вас подталкивает, а с другой стороны, вы сами своей решимостью, энтузиазмом, храбростью, силой своего желания тоже
соглашаетесь на перемены, тоже идете ну, на, может быть, какой-то риск, и действуете по-крупному. Маг говорит, что на следующей неделе стрельцы поступок совершат. Маг – это же такой волшебник, которому нет границы преград для его мечты, для его желаний, для воплощения этого желания. Карта говорит, что вы буквально ощутите какую-то магию, какую-то волшебную силу в своих руках, как будто бы там появилась волшебная палочка, и вы наконец-то решитесь сделать то, чего прежде не могли, на что прежде не могли решиться. Вы рискнете, в первую очередь, рискнете, что-то совершите непонятное даже окружающим и очень-очень эгоистичное. Понимаете, что маг всегда один, и маг очень мало оглядывается на других и мало слушает других людей. То есть, знаете, внезапно принятое решение о дороге. Вы даже не слушаете никого, кто вас отговаривает или кто вас просит остаться, и вы, например, уезжаете или увольняетесь, или с такими картами и любимого мужа можно бросить за один день, просто потому что, знаете, как покажется, что время пришло. А поэтому, да, неделя, безусловно, с переменами. Старинное название шестерки мечей – дорога за море. И здесь мы видим на иллюстрации, да, море, то есть это такое морское путешествие. Советы карт понятны. Во-первых, первый совет карта маг – это, конечно, торопиться. Торопиться. А вот именно карта маг и еще некоторые в колоде с ней обращают внимание на время. Но не время не в нашем привычном понимании, как набор часов, ход минут, часовые стрелки и так далее, а время как срочность. То есть время пришло. Вот для вас пришло время, для каких-то очень больших вот этих вот перемен. Похоже, что вы к ним готовы. Маг не дает никому себя отговорить. И вам советует тоже действовать только по собственному опыту, в своих интересах и по собственному какому-то разумению. Шестерка мечей советует Року очень покоряться, ни в коем случае не сопротивляться. Вот такие вот перемены, такие перемены. Как будто бы вот здесь смысл в том, что как будто бы судьба вынуждает вас на какие-то перемены. Ну, например, я не знаю, переехать пусть будет, да? Вот. А вы не возмущаетесь, как часто мы это делаем, что вот, кто-то плачет, кто-то возмущается, а вы не возмущаетесь, а наоборот этим переменам сами помогаете и говорите: о, так я же так и хотела, я же сама туда собиралась. Вас отправляют куда-то, видите, а вы говорите: нет, я и сама туда собиралась. И из вот такой вот редкой колоды маленькой, здесь только старшие арканы, совет будет для стрельца. Одна карта. Так, высшая жрица. Ну, видите, это маг — это первый аркан, высшая жрица — второй аркан. То есть получается, что вы как новый отсчет начинаете какого-то жизненного этапа, потому что любой наш жизненный этап, вообще любая жизненная ситуация — это вот этот замкнутый круг, замкнутый цикл карт Таро. Начинается все с нулевого аркана, с шута, заканчивается картой мир, там завершение, здесь начало. А вот эти карты недалеко от начала, да? Там был 0, а здесь 1, 2. То есть понятно, что все-таки вы обновляете жизнь, ситуации, может быть, жилище или работу обновляете. Это вот какая-то энергия идет все-таки чего-то абсолютно нового, такого, это нетронутое, это все идут начинания. И жрица советует вам использовать интуицию. Карта это очень интуитивная. Посмотрите, даже вот она здесь, у нее все платье, шапка, везде глаза. Глаз — это символ как раз интуиции.
действовать вам придется на следующей неделе очень резко, принимать решения очень резко. И с одной стороны, оглядываясь на судьбу, то есть куда судьба несет, а с другой стороны, очень включая вот этот вот ваш третий глазик. То есть интуитивно жрица советует вообще на каких-то очень тонких планах работать. То есть на очень-очень глубинных, подсознательных даже подсказках, своих реакциях. Вы можете с этой картой вы можете даже какой-то выбор жизненный сделать на основе собственного сна. Да, то есть можете заметить какой-то вещий сон и воплотить его в жизнь. Спасибо. Козерогу. Что же Козерогу приготовили следующие 7 дней этого ненастного, холодного, темного ноября? 2 карты нам нужно достать из колоды Таро для вас, чтобы оценить ваши перспективы, возможности и увидеть советы для Козерога. Козерогам достаются семерка пентаклей и карта справедливость. Вместе они говорят, что вы не дождетесь, пока не дождетесь какого-то справедливого решения в вашу пользу. Не дождетесь, это не кризис, это не конец истории, это не провал, но это именно то, что отложится и не состоится. Например, вот если не состоится какое-то решение, судебное заседание. Вот когда откладывают судебное заседание, вроде бы вам и не отказывают в иске, например, да? Вы еще ничего не проигрываете, но откладывается рассмотрение. Вот. И вообще в целом карты говорят, что люди или ангелы, высшие силы, начальство или кто-то, не знаю, откладывают решение вашего вопроса. И вот такое чувство, что вам придется, вернее, это чувство у вас, не у меня. Вы понимаете, вот с этой семеркой пентаклей, что вам придется еще работать, еще стараться и еще чего-то подождать. Собственно, аналогично и совет дают вам карты. Ваша самая главная проблема, самый главный ваш вопрос, который вот мучит вас, ради которого вы и смотрите гадание на неделю, разрешится, обязательно разрешится справедливо для вас, но просто не теперь. А сейчас для того, чтобы авансировать высшим силам, для того, чтобы показать себя хорошей девочкой, и нужно именно показать терпение. Вот обратимся к иллюстрации на карте. Вот эта девочка с леечкой поливает какой-то куст. И я вам расскажу. Поливает она его давно. И ждет на нем каких-то плодов. Но только у нее на этом кусту выросли не те плоды, или, может быть, вообще не выросли, или какие-то мелкие, или вкус не тот, а может быть, они никак не созреют. И для девочки сейчас судьба готовит вот такое испытание. Готова ли она, видя неподходящий результат, продолжать поливать и окучивать это самое деревце? И вот это прекрасная аллегория, это прекрасная метафора и очень уместная картиночка на карте. То есть вот для Козерога вот такую проверку готовят предстоящие 7 дней. Здесь речь может идти не про бумажные дела и даже не про вашу работу. Давайте обратим внимание и на любовь. Вполне возможно, что вы сейчас работаете над отношениями, вкладываетесь, выращиваете, да, любовь, как какой-то куст или как какой-то сад. И пока видите, что у вас не получается, пока ситуация все равно не развивается в вашу пользу, отношения не становятся более серьезными, разлука не прекращается и так далее. И для вас сейчас очень важный совет. Вы не останавливайтесь, вы должны проявлять терпение,
даже когда абсолютно не видите ради чего, не видите результатов своих вложений, своего труда, своих каких-то эмоциональных, душевных затрат. То есть семерка пентаклей, ой, так же, как ее соседка восьмерка, призывает к терпению, но только восьмерка. Там легко терпеть, потому что ты видишь ради чего, а здесь ты не видишь. Пустые усилия, пустые хлопоты, ощущение, что ты бегаешь как белка в колесе. Про работу то же самое. Вы стараетесь ради карьеры, а роста и продвижения нет. Такое ощущение, что это все на холостом ходу. Продолжайте, обязательно все сбудется, но сейчас нужно уметь взять себя в руки и продолжать и работать, и терпеть, и ждать, вот, и так далее. Потому что перспективы у вашего дела и у вашего вопроса, который вы задаете картам, перспективы очень хорошие. То есть, скорее всего, это дело решится в вашу пользу. Какое угодно. Например, на работу возьмут вас, а не кого-то. В должности повысят вас, а не кого-то. Сейчас в это верится с трудом. Сейчас это кажется очень далеко. Но проявите еще немножко терпения, еще немножко постарайтесь и подождите, и вы увидите, как вот этот вот ангел с весами поработает в ваших интересах. И вот из такой редчайшей колоды, совсем маленькой, здесь только старшие арканы, я достану одну карту. Совет Козерогу. Ну, пока, как предсказание мы видим, да, что несостоявшееся решение вопроса вашего вызывает у вас досаду. Предсказание вот такое. Совет. Карта Император. Карта Император советует играть по правилам. Основное ее назначение – это законы, правила, разные подзаконные акты. Реже это законы морали. И реже это может быть религиозные какие-то нормы. Карта Императора дает совет очень полезный. Вы обязательно добьетесь своего, если не теперь, то чуть попозже, если будете во всем соблюдать правила. Жизнь человеческая вся регламентированная, и мы все подчиняемся бесконечному набору правил каждую минуту своей жизни. И вот сейчас у вас такое время, когда нужно все делать по правилам. Это и правила человеческого общежития, например, может быть. А может быть, это напрямую карта вам советует соблюдать сейчас какие-то законы, не обходить, не игнорировать. То есть вам нужно очень быть в ладах именно с законом. Кстати, карта справедливости, ведь здесь Фемида изображена, то есть она имеет непосредственное отношение к юстиции, к органам юстиции, поэтому вполне возможно у вас массовые обращения как раз вот туда, на разную тему обращения. То есть это зачем-то, вот, и почему-то. А еще карта Император – это карта покровительства и покровителей, и она многим советует что-то такое поискать и обратиться за помощью, за поддержкой к вышестоящему лицу какому-то влиятельному. Спасибо. Что пообещают карты Водолею в эту следующую неделю? Теперь уже точно ноября. Большая часть недели это, безусловно, ноябрь. Две карты нам нужно достать из колоды Таро. Раз и два. Водолей. Десятка мечей вам выпадает и карта Императрица. Ну, это довольно драматический сюжет, я должна сказать. Карты крупные, они очень непроходные, то есть неделя, по крайней мере, будет яркая. Десятка мечей –
Это карта, в общем-то, кризисов и потерь. Посмотрите, какая здесь неприятная иллюстрация есть. Десятка мечей говорит, что в вашей жизни с неизбежностью что-то должно закончиться, какой-то жизненный проект, разный по масштабности, крупный или мелкий. Для кого-то это конец работы, для кого-то конец любви, партнерства, для кого-то конец брака, для кого-то конец, может быть, дружбы или какого-то творческого проекта. Самое неприятное в том, что неприятность, вот этот кризис, предсказанный десяткой мечей, нельзя никак обойти и нельзя никак избежать. Почему? Почему нельзя? И даже не нужно пытаться это сделать. Потому что десятка мечей и этот кризис – это своеобразная такая вот инициация перед выходом вашим на новый уровень, на новый уровень действительно жизни буквально. То есть вот эта вот потеря следующей недели должна буквально произойти, чтобы у вас расчистился путь в светлое будущее буквально. Это вот легко представить расставание, например, с каким-то романтическим партнером. С одной стороны, это всегда болезненно и жалко, а с другой стороны, отношения изжившие должны прекращаться для того, чтобы появлялись новая счастливая любовь, настоящая любовь впереди. И понимая все это, все эти радужные будущие возможности, все-таки человек под десяткой мечей находится в ужасном, подавленном эмоциональном состоянии. И карта и говорит о том, что вот какие-то кризисные переживания вас ждут. С одной стороны, видите, заря, рассвет впереди. И можно поверить в мечту и в светлый путь. А с другой стороны, в моменте, очень больно. Потерю какую-то вам карта обещает. Судя по тому, что рядом карта императрица, потеря это либо статусная, либо очень-очень женская. Императрица – это персонаж с двумя важными характеристиками, категориями. Императрица, с одной стороны, это большая власть, это большой статус, большое положение в обществе, это трон, в конце концов. А с другой стороны, императрица – это женщина во всех ее женских таких заметных каких-то проявлениях. Поэтому, скорее всего, кризис у водолеев будет связан в это время либо с карьерой и положением, то есть пошатнется, или вообще рухнет, обвалится ваше положение, потеря должности, то есть потеря трона, потеря статуса императрицы ждет вас. Еще раз скажу, не расстраивайтесь, потому что десятка мечей уносит только ненужное, отжившее из вашей жизни. А еще, может быть, этот кризис связан с чем-то очень женским, с женской жизнью и уже с женским статусом. Кризис с женским статусом, понимаете, да? То есть это, женские переживания, конец любви, в конце концов. Это момент, когда вы ощущаете, что вот что-то теряете именно как женщина. Чье-то внимание, чьи-то слова, чьи-то подарки, чью-то любовь, и так далее. Поэтому общие советы какие для вас? Естественно, переживая худшие времена, все-таки надеяться на лучшее. И императрица все-таки должна оставаться императрицей. Понимаете, что даже когда она теряет трон, теряет какие-то ресурсы, свое положение, статус, она все равно должна оставаться красивой, она должна сохранить хорошую осанку, она должна оставаться благородной, щедрой и все равно отличаться очень-очень от других людей. Потому что такое императрица? Мы все знаем сказку на эту тему прекрасную. «Принцесса на горошине». В любой обстановке, это сказка про то, что в любой обстановке
и в любое время настоящую принцессу видно. И вот императрицу видно. Императрица даже в кризисе, во время потерь, не теряет лицо. А кроме того, кстати, императрица — это может быть портрет какой-то близкой к вам иной женщины, не ваш. А тогда это у вас может быть кризис с этой женщиной. Кризис с этой женщиной. Он касается ее, либо вашей дружбы, либо ваших взаимоотношений. Ну, тоже с философской покорностью нужно это пережить. И карта «Совет» из другой колоды. Я достану здесь только старшие арканы. Ага. Карта «Влюбленные» называется она «Выбор». Она говорит, что на следующей неделе вас ждет жизненно важный выбор. Отнеситесь к нему максимально серьезно, потому что от того, что вы теперь выберете, зависит течение вашей жизни на долгое время, а может быть и не только вашей жизни. И да, по сути, как совет, карта рекомендует только это. Выбирая в жизни всякий раз руководствоваться самыми благородными соображениями, соблюдать нормы морали, нравственности, чтобы потом не было мучительно стыдно. Спасибо. Это гадание для рыб. На следующую неделю, теперь уже точно ноября. Большая часть недели – это ноябрь, холодный, промозглый, темный, неизбежно пасмурный. Но все-таки, кстати, гадание на целый месяц ноябрь смотрите тоже на моем канале. Там много откровенной и полезной информации для всех. А пока мы гадаем на неделю две карты. Две карты. Раз и два. Довольно противоречивая неделя вас ждет. Вот это самое подходящее слово. Я не скажу хорошая, не скажу плохая. Она именно противоречивая, потому что здесь есть что-то, две силы, которые сталкиваются и как будто бы вас зовут в разные стороны и вызывают у вас очень разные реакции и очень разные какие-то желания. А так, например, шестерка жезлов здесь есть. Это с одной стороны карта триумфа, карта победителей. И карта это говорит, что вы это вот этот персонаж, герой, в честь которого поднимают флаги, в честь которого поют тут ангелы, заряжают колесницу со слонами. Шестерка жезлов обещает обычный, заметный такой успех среди людей, поощрение. Это успех с поощрением. То есть это успешно выполненная работа, завершение какого-то проекта. Вы закончите проект какой-то в бизнесе или на работе. Вы где-то победите. Часто это победа буквально в конкурсе, в каких-то соревнованиях. И вы получаете в результате какие-то, регалии. То есть этот ваш триумф очень подтвержденный. Например, вы оказываетесь на доске почета, или вас награждают орденом или почетной грамотой. Это время, когда вам буквально рукоплещут, потому что вы блистаете, блестяще справляетесь с какой-то задачей, с которой не справились другие. Это все очень-очень хорошо. И в то же время здесь есть рядом карта башня. Она достаточно разрушительная. И вот для кого-то, для части аудитории, она практически сводит на нет вот это указание шестерки жезлов. Она говорит, что вот этот триумф в следующей неделе будет преждевременный, лишний, напрасный, придуманный. Он будет какой-то неполезный для вас. Или вы похвастаетесь раньше времени. Знаете, шестерка жезлов имеет такое оборотное значение, одно из негативных. Это еще и карта хвастовства. Здесь человек, который бьет себя в грудь, очень уж гордится своими успехами, своими победами. И вот для кого-то я боюсь, что
Башня здесь это как раз процесс падения с этого пьедестала. То есть на следующей неделе вы успеете как ощутить себя на первом месте, почувствовать какой-то головокружительный триумф, так и, например, там к концу где-то недели почувствуйте, как все вот заработанное, ну, как бы разрушается, уходит в никуда. Поэтому я с этого начала. То есть какой-то очень драматический сюжет карты вам вот выдает. А для другой части аудитории, я думаю, что состоится и то, и другое. Просто на разных поприщах жизненных вы получите фатально разные вещи. Например, успех в карьере, 6 жезлов, успех, новая должность какая-то завидная, но при этом разрушение любви, любовных отношений. И то ярко и заметно, и то вызывает у вас, конечно, бурю переживаний и самых разных эмоций. А может быть наоборот, правда? Может быть наоборот, башня обернется потерей работы, потерей даже источника средств к существованию, правда? А зато в любви состоится долгожданная победа. Вы победите конкурентку, например, какую-то свою соперницу, да, ваш там любимый человек, вообще не знаю, от жены уйдет даже ради вас. То есть это могут карты, ну, интерес в том, что победы и вот такие вот провалы, а башня это безусловно провал, могут очень пересекаться, накладываться друг на друга и часто могут меняться местами. То есть, когда выпадают вот вам такие разные карты в одном маленьком раскладе, это совет в том числе избегать оценочных суждений. Что в нашей жизни есть триумф, а что провал, это всегда при близком рассмотрении очень и очень спорно. И вы, может быть, даже вот эти вот две карты будете сами тасовать в разные стороны и будете очень по-разному оценивать, что хорошо, что плохо, где вы потеряли и проиграли, а где вы по-настоящему отличились и выиграли. Суммарно, я думаю, вообще, ну, к сожалению, в нашей жизни все к общему знаменателю-то как бы не подводится, да, но в целом суммарно, я думаю, что вы будете в выигрыше, вот, окажетесь в выигрыше, потому что победа наши победы остаются с нами навсегда, до конца жизни. А наши потери, провалы, ну, в конце концов, можно всегда списать на происки темных сил. И из вот такой вот очень редкой маленькой колоды, здесь только старшие арканы, я достану вам одну карту совет. У нас советы недели. Так. Ага, императрица выпадает. Все хорошо, она вас успокаивает, очень хорошо, потому что императрица, в общем, тоже карта победная. Императрица – это обилие ресурсов, в первую очередь. Это обилие всего-всего. Поэтому, скорее всего, загаданное. И все, что вы хотите в целом от жизни, от судьбы, у вас состоится, и все это вас найдет. У императрицы много детей. Хотела сказать, ну так и скажу, да, много денег, детей, котов, много домов и много щедрости, и много любви к людям, много эмпатии. И, в общем, эта императрица – это женщина, у которой вот есть все. И вот именно такой себя почувствовать карта вам и советует. Вот именно почувствовать себя такой императрицей, вам нужно быть очень щедрой, вам нужно быть очень спокойной, очень красивой. Кстати, я думаю, что императрица советует и наряжаться по-императорски. Ну, не прячьте в глубинах шкафов ваши самые лучшие яркие нарядные платья.
самое время сейчас походить и поблистать. Спасибо.